Почему мы выбираем плохие отношения? Когда мы не можем уйти от деструктивного партнера. Мы хотим раскрывать с академического уровня, что такое психотипы личности. Если мы глубоко идем в мотивацию человека и спросим, зачем тебе, вот что ты хочешь сделать с тем, кто тебя обидел? Ну, там моя клиентка говорит, хочу ее покусать. Ага. И я говорю, а что произойдет после? Для чего, говорю, ты хочешь ее покусать? А она говорит, я ее покусаю, и тогда она начнет меня уважать. Вот эта тема, что после того, когда мы умираем, что-то остается или что-то предшествует до того, как мы рождаемся, полная трансформация, да, то есть ты совсем становишься другим, ты ценишь другое, ты любишь другое. Он условно транслирует: "Я хочу пить", а она ему есть. Вот у меня сейчас в работе есть девочка, которая переполнена чувством вины, но оно настолько огромно, что она его вытесняет. Да, вот есть поток какого-то света, и он что-то там высвечивает, и человек в связи с тем, на что направляется это внимание, он это и изучает. Получается, здесь больше важна эмоциональная, вовлеченность матери. Вовлеченность Именно матери очень важна. Вообще, возможно ли нормальное развитие, чтобы не травмироваться на том или ином этапе? Люди-то интересуются тем, как они устроены. Им хочется знать, какой у них психотип, им хочется знать, какой психотип у их близких. И для меня вообще очень сложно отказаться от этой темы психотипирования. Мне кажется, что это очень помогает жить. Коллеги, да. У нас с вами сегодня непростая, интересная задача. Сейчас я вас представлю. Ира является моей правой рукой, намного больше, чем просто помощник, друг, поддержка, опора и человек, который работает психологом в нашей школе Psy for Life. Ира совершает свои первые шаги в психологии. Ну, скажем так, да, ты только прикоснулась к настоящему академическому образованию. Да. Да, потому что... Погружаюсь полностью с головой. Да, потому что ты почувствовала, что без этого, конечно же, никуда. Нам с Аленой чуть больше повезло, мы уже прикоснулись и попрощались с этим процессом. Алена психолог, мы учились вместе в МГППУ, в магистратуре, и я обожаю Аленины мозги. Мне очень нравится, как она рассуждает, как она звучит, и как она относится к науке психологии, что она о ней думает, как она в ней себя раскрывает. Это очень интересно, и сегодня будет возможность у наших зрителей тоже прикоснуться к Алёниным мыслям, к ее рассуждениям. Алена с некоторых пор тоже в школе Psy for Life читает материал курсов, которые мы проводим. То же самое делаю я, ваша покорная слуга Катя Лим. И мы замахнулись на очень непростую тему. Мы хотим раскрывать с академического уровня, что такое психотипы личности. Очень много сказано про психотипы личности в Ютубе. С одной стороны, когда знание доступно, это прекрасно. С другой стороны, когда оно, мне кажется, оно теряет свое качество. Искажается. Очень много. И наша с вами задача сегодня тоже не пойти по этому сценарию, не исказить. За счет чего искажается знание? За счет того, что оно упрощается. Сложные концепции тяжело передавать. Хочется упростить, хочется дать своими словами, да, и поэтому мы сейчас немножечко так волнуемся, потому что мы думаем, как же так вот сказать точно, сказать верно, но при этом смочь сказать. Потому что мы, конечно же,
принципе, общаемся между собой на другом языке. Для того, чтобы мы и не отъехали в академичность, и были более точны, мы решили сделать следующим образом. Серию этих выпусков мы делаем таким образом, что мы с Аленой, как два эксперта, которые добавляют и может быть, поправляют мысль друг друга. А у Иры задача очень интересная, и мы ей все безумно завидуем, потому что у нее задача побыть обывателем. То есть Ира должна задавать вопросы так, чтобы те мысли, которые мы сегодня вам приготовили, чтобы вам эти мысли были более понятны нашим зрителям. Поэтому Ирина задача останавливать или как-то там переформулировать, да? Буду уточнять, задавать какие-то наводящие, может быть, вопросы, чтобы максимально доступно стало. Да, чтобы то знание, максимально, которое мы максимально хотим доступно стало преподавать. то знание, которое мы здесь приготовили. Сегодня мы будем говорить, сделаем небольшое введение, определимся в определениях, определимся с терминами, затем поговорим о шизоидной структуре характера, и это основа, которую должен знать каждый человек. Без этой основы мы не можем дальше изучать ни нарциссический психотип, ни истерический, ни тем более столь любимый моими подписчиками психопатический. А шизоидный психотип стоит в начале, потому что он формируется на самом раннем этапе развития человека. Если там какие-то происходят фиксации, травмы, то тогда характер может превратиться в шизоидный. Сегодня мы поговорим о том, не только сегодня, у нас будет несколько выпусков, в которых мы раскроем тему, чем отличается шизоидное состояние от депрессивного состояния, как формируется шизоидный характер, что такое объектное отношение. И будет еще отдельная часть, где Ира будет задавать вопросы наших подписчиков. Да, это то, что вам, друзья, и нам предстоит. Итак, давайте определяться в понятиях, давайте определяться в терминах. Для того, чтобы дальше ехать, нам нужно знать, что такое эго, и что такое самость. Прежде всего я буду обращаться к тебе, потому что ты для меня лицо наших подписчиков. И уши. И лицо, и уши, да. Лицо, уши, глаза. Если захотеть самостоятельно разобраться вообще в том, что такое эго и что такое самость, это достаточно непросто. Аленка, кстати, как бы ты сказала, почему не просто вообще так вот самостоятельно разобраться, что такое эго и что такое самость? Потому что сейчас нет общепринятого определения, да, и даже у конкретного автора его не так просто найти в его труде. Да. Вот Гантрип, он много раз употребляет слово эго, слово самость, но формального определения он не дает. Не дает. И я помню, когда Алена говорит, а мне вот интересно, почему такая замечательная книга, но не закладываются как будто бы какие-то рельсы, по которым мы должны ехать и понимать, что это вот так. Да, действительно. И также проблематика заключается в том, что если ты начнешь читать у Фрейда, что такое эго, это будет одно определение, у Юнга другое, у Винникота третье. А мое определение — это не какая-то конкретная точка зрения одного психолога, это, скорее всего, какое-то такое собирательное определение, которое поможет нам разобраться во всем том, что мы будем дальше излагать. Итак, друзья, эго — это многофункциональная, сознательная часть психики. Она берет свое начало из самости. Эго — та часть психики, которая контактирует с внешним миром, воспринимает его и реагирует на него. Это не есть эгоистическая часть личности. Да? Возможно, вам знакомо вот это вот, что эго Да, очень равно часто. эгоизм. Да, Это твое эго. восприятие идёт. Да, бытовое нет. такое. Да, в академическом ключе это не равно, и это не имеет ничего общего. Здесь мы говорим о том, что эго — это просто сознательная часть психики, это синоним нашего «я». Окей. А теперь я скажу, что такое самость. Самость — это бессознательная часть психики, и можно так сказать, что психика без материального носителя. Что значит без материального носителя? Да, Ты хочешь меня спросила я. спросить 100%, потому что эта фраза такая интересная, она у меня родилась. То есть самость, мы понимаем, что это часть психики, которая появилась до того, когда появился человек. И здесь у меня вопрос, насколько, не знаю, есть на него ответ или нет. Давай попробуем. Предположение, когда, есть такие концепции, в которых говорится о том, что душа населяется в тело, да, Да, размещается, размещается. размещается в теле, и как будто бы у обывателей, мне кажется, и я так раньше думала, что в этот момент психика вообще начинает зарождаться. Ты права. Сейчас я дальше об Мгм. этом скажу. А вот самость, она
тоже в этот же момент Нет. зарождается? Вот В смотри, этот что момент дальше, да. цели? Самость предшествует эго. Это место, откуда появляется эго. Юнг говорил, что самость — бессмертная часть личности. Вот как. Да, то есть самость существует до того, как человек родился, и существует после того, как человек умер. И вот это удивительная вещь, которую постулирует нам Юнг, и с которой Фрейд никак не мог согласиться, потому что вот эта тема, что после того, когда мы умираем, что-то остается или что-то предшествует до того, как мы рождаемся, Фрейд очень сильно боялся этих рассуждений, потому что они, как вы думаете, что? Чем это попахивает? Чем это попахивает? Эзотерикой, друзья. Эзотерикой. Ну Да. да, мне кажется, все авторы так или иначе делятся на тех, кто условно верит в реинкарнацию и то, что есть что-то за Да, пределами большинство, конечно, не реального верит, мира. да. Нужно Большинство не верит. сказать, почему вернее, Фрейд был настолько противник всех этих вещей, потому что Фрейду надо отдать должное, что он очень постарался, в принципе, психологию поднять на уровень научности. Да. И когда наш любимый, наш гениальный Юнг стал говорить о том, что что-то существует, надо же, как здорово. Тетя Катя именно включила звук, а не выключила. Значит, когда Юнг стал вдруг, они разошлись с Фрейдом, и Юнг стал говорить о самости, можно представить, что чувствовал Фрейд и как он переживал. И Но он очень так жестко высказывался в жестко отношении Юнга, высказывался. да, и Да, расхода. да, это тоже, да. Кстати, знаете, что у Юнга была серьезная депрессия после расхода с Фрейдом? Да. Значимый человек в его жизни. Да, да, Мгм. понимаем его, конечно же. Итак, бессмертная часть личности, бессмертная часть психики, ну, можно сказать, и личности. И давайте затронем такой вопрос. Когда появляется эго? Ну, до конца мы, конечно, не можем быть уверены, когда появляется эго. Эго, друзья, для простого понимания, да, это просто сознание. Это то, чем вы воспринимаете мир, это то, чем вы проявляете себя в этот мир. Эго — это синоним вашего сознательного «я». Эго представляет сознательную часть психики, самость представляет бессознательную часть психики. И когда появляется эго? Эго появляется, по моему мнению, в момент зачатия. Мгм. Да, то есть когда происходит, скажем так, одухотворение материи, да, то есть когда первая форма вот зарождения плода, вот тогда начинает эго проявляться, то есть оно еще в неполноценном виде, в зачаточном, но оно потихоньку начинает там формироваться и в конечном итоге превращаться в полноценное эго. Но полноценным, сознательным эго станет только когда человек родится. Мгм. Да, понятна ли эта мысль? Да. Как ты Ну, чувствуешь? может быть, забегаю вперед, Давай. но эго продолжает, и когда уже рождение произошло, и дальше эго тоже продолжает Да, развиваться. вот удивительно то, что есть ранние этапы развития Мгм. эго, очень важные. И Фрейд вообще нам говорит о том, что это единственный момент, когда человек формируется, закладывается, и потом всю свою жизнь он то, что сформировал, тем и пользуется. Нужно сказать, что все больше концепций говорят нам о том, что человек формируется в течение всей своей жизни. Да. Я тоже считаю, что эго проходит ранние этапы и закладывается психотип в первые годы жизни, а затем эго просто бесконечно усложняется и становится более, скажем так, ну, продвинутым, наверное. Да? То есть там такие более тонкие какие-то структуры личности начинают формироваться в течение всей своей жизни. Это точно совершенно, потому что если мы сравним меня, например, там, в 30 лет и в 40, это даже по моральным аспектам разные совершенно личности, да? Или себя в 20 и 30, вспомните. Это тоже, вы четко понимаете, что это полная трансформация, да, то есть ты совсем становишься другим, ты ценишь другое, ты любишь другое, ты, да, кто-то едет в сторону гуманности, кто-то более в сторону какой-то деструктивности, то есть все зависит от много чего, и от окружения, и от конституции, и от, я не знаю, обстоятельств жизненных, да. Ну, хочется сказать от прошлых жизней тоже, но не будем Ну, не говорить, как будем. будто мы и не А вот сказали. у меня тут вопрос возник. Если мы говорим о том, что в момент зачатия Да, эго начинает зарождаться да, и развиваться, есть.
то получается период вынашивания Да, ребенка, он очень утробный. в утробе, он очень важен. То Да, есть это такой фундамент да-да-да. закладывается, да. Ну, Да. общепринято, мне кажется, это недооценивается этот период. В последнее время Как-то стало оцениваться. сейчас, да, А ты идет знаешь, что прогресс Винникот такой. очень оценивал этот Мгм. период, Мгм. да? Он вообще говорил, что согласованность материнского эго с Мгм. эго ребенка это такая неосязаемая, тонкая, нематериальная вещь, которая творит, конечно же, чудеса, да? И внутриутробный период и состояние матери, мы, кстати, по психосоматике знаем, Да. что, да, мы можем, если того требует ситуация, мы можем регрессировать в легком трансе в это состояние и через снимать какие-то врожденные недуги, ну, не такие мощные, как ДЦП, и там, аутический Да. спектр, а, скажем так, ну, ребенок сразу родился с какой-то там аллергией, да, Аллергия часто. и нам, да, нам помогает проникнуть в состояние матери, понять, чего она боится, снять этот конфликт. То есть мы понимаем, что действительно психологическое состояние матери влияет напрямую на то, Мгм. как формируется ребенческое эго, да, младенческое эго, скажем так. Вообще, мы сегодня будем, конечно же, раскрывать эту тему, как эта связь мать и ребенок влияет на развитие эго. Это это одна из самых основных вещей для Мгм. полноценного развития человеческого эго, сознательной части психики. А Затронем не менее интересную вещь. Мы поняли, откуда появляется эго. Эго рождается из самости. Тут еще что хочу добавить. Вот представьте, эго рождается из самости. Такая вам метафора или аллегория. Представьте, вот есть земля, туда попадает зерно. И земля — это такой биоматериал, который помогает этому зерну прорасти. То есть в этой земле все содержится. Даже если не будет дождя, зерно может прорасти, особенно если оно такое, какое, ну, скажем так, устойчивое, Мгм. да, то есть Мгм. зерна бывают разные, да, бывают какие-то, может быть, слабые культуры, которым обязательно нужен Мгм. щедрый полив. То же самое и с человеком, да, вот эта крепкость духа, сила духа, да, качество земли — это качество самости. Самость — это потенциал человека, скажем так. Это его потенциал, да, Ириш? Да, получается, и от того, насколько плодотворная условно самость, да, Да, и от да. того, какого качества зерно. А вот от чего, может быть, есть вариант, от чего зависит качество зерна, как тебе Качество кажется? зерна, вот тут я сейчас приторможу с ответом, потому что я четко понимаю такую, вот идет, значит, я бы сказала так, что качество зерна зависит от самости и от тех двух человечков, от мамы и папы, Мгм. которые соединились в материи для того, чтобы дать толчок рождению к еще одному эго. Мгм. Вот эти все компоненты важны. Сейчас сразу скажу, ты скажешь, от чего зависит качество самости. Качество самости зависит, во-первых, вообще изначально самость — это ам, нечто, что все, что нужно для полноценного развития эго, в себе содержит. Там уже все есть. Потенциал. Но, как мы понимаем, мы придерживаемся, да, я и Мгм. мои коллеги, мы придерживаемся концепции многократного воплощение, о чем, собственно, и Юнг нам говорил, да, но он просто говорил это очень завуалированно. Мгм. Почитать вот Юнга, там вот книжку «Архетипы и коллективное бессознательное», ну, что могу сказать? Ничего непонятно, да, почему? Потому что он свое знание зашифровывал, он очень не хотел, чтобы его осудили в неакадемичности, да, и поэтому здесь между строк нужно читать и понимать, но четко фраза есть, что самость — бессмертная часть психики. Да. Так вот, значит, когда человек приходит... Эго — это такая штучка интересная, она в свое время берет от самости, чтобы родиться, чтобы сформироваться, появиться, но когда эго выходит в сознательную часть, оно, благодаря своему взаимодействию с этим материальным миром, весь опыт, который получает, обратно отправляет в самость. И качество самости может либо повышаться, либо, Мгм. соответственно, снижаться.
Да, то есть Да. это очень такие тонкие материи. Может быть, если нашим подписчикам будет интересно поглубже зайти в эту тему, мы сейчас не планировали, они нам напишут в своих комментариях, и мы это сделаем, да, мы дораскроем эту идею, потому что про самость, конечно, можно говорить Да, и много. когда мы изучали, очень много различных метафор есть, да, Да, того, как, что такое самость, что такое эго, и как это можно представить, да, через зерно и почву, либо как космос, да, мы да. представляли. Да, а вот, кстати, откуда берется самость? Вот давайте и затронем эту тему. У меня тоже вчера, или вот, да, вот я всё думала, как бы объяснить, откуда берется. Вот и у меня пришел такой вопрос: а откуда берется Земля? Мгм. Да, вот планета Земля, откуда она взялась? А планета Земля взялась от взаимодействия других космических тел. Две сверхновых звезды столкнулись между собой, образовалась новая звездная система, в которой появилось Солнце, россыпь планет. И мы понимаем, что по большому счету, ведь это же, друзья, то же самое, что когда мужчина с женщиной Да. встречаются, взаимодействуют, и в результате что-то новое получается. Вот я думаю, что с самостью это тот же принцип. Самость появилась в результате взаимодействия других нематериальных конструктов, да, такой тонкой материи между собой. И эти конструкты — это представители мира бессознательного, и нам Юнг обозначил их как архетипы. То есть одни архетипы провзаимодействовали с другими архетипами, и в результате народилась самость. И у нас вот есть такая замечательная с вами картинка, иллюстрация, да, в которой мы показываем, что вот мир бессознательного, вокруг него Архетипы. располагаются различные архетипы, и, как правило, мы называем архетипами, да, то есть Юнг проводил параллели между архетипами и мифическими, и богами, да, боги из какой-либо мифологии, из каких-либо легенд. Так вот, самость по своей сути-то и есть архетип, да, это архетип целостности, гармонии, какой-то законченности, завершенности, зрелости, да. И это как раз тот самый материал, когда мы говорим, что эго произошло из самости, то это в двух смыслах. В прямом смысле из материала самости и как будто бы отпучковалась от самости, вышла из самости. Вот у меня идет такая в голове иллюстрация, что как космос, если мы представляем самость, да, некое пространство, в котором есть некие частицы, Да, архетипы, да, и да, вот они в какой-то момент начинают условно как будто бы собираться вместе и да. спрессовываться, и рождается Да, у как меня, эго. да, оно как-то там взаимодействовало, да, и Что-то такое. такое ощущение, что вот эта самость, оно включает в себя различные элементы от Мгм. архетипов, от конструктов Как будто бы они бессознательного собираются мира, да, вместе. то есть это и есть, да, такой, скажем так, такая основа психики человека. В ней содержатся определенные программы, по которым потом начинает внутриутробное развитие эго. Мгм. Окей, да? Да. Мгм. Начало формирования эго. Эго, когда человек рождается, оно уже подрощенное, да, и вот сознательное отношение, сознательные какие-то проявления младенца возможны только когда он родился. Потому что представьте, что будет, если у младенца будет сознание во внутриутробном периоде, когда он находится в матке. Нет, все его вообще потребности удовлетворяются, он в бессознательном состоянии. Он не осознает, где он не осознает, кто он, вообще, что он есть. Он находится в бессознательном состоянии, но эго там уже появляется. В момент рождения эго имеет уже, как, знаете, так, мысленно давайте себе представим, что оно уже имеет некую форму. Да, то есть оно как будто бы вот. Но когда когда младенец рождается, задача эго дифференцироваться от самости. Для чего это нужно? Для того, чтобы младенец все-таки потихонечку стал отделяться от мира бессознательного, и он четко начинал присутствовать в мире сознательного. То есть, допустим, если мы встречаем человека, который наполовину стоит в своем бессознательном, то тогда мы можем сказать, что человек психически нездоров, потому что он не до конца присутствует здесь, он галлюцинирует, да, то есть его затапливают какие-то темы его бессознательного, и поэтому в норме вещей сознание потихонечку дифференцируется от бессознательного. У нас тоже есть такая замечательная картинка, вот обрати внимание, в которой Да. самость и
это еще, вот это ты как думаешь, это где? Это в утробе или уже человек родился? Это момент как раз, когда уже начинает выделяться эго. То есть оно уже такое немного проявленным становится. Вот смотри, это больше состояние внутриутробное. Внутриутробное. Да, когда самость еще еле проявлена, да, То есть мы тоже- границ. Да, границ такие пока более еще нет. Мгм. Они еще, да, они еще у нас полноценно не выстроились, да. То есть полноценно, наверное, это можно представить модель яйца. Яйцо, да. Да, яйцо, внутри желток. И как бы вот интересно, кстати, проследить, а как этот желток начинает там образовываться. У меня есть подозрение, что сначала был белок, а потом стал желток. Да, Ну вот наши постепенно. подписчики нам расскажут, Мгм. так это или не так, в биологии такой процесс идет или нет. Друзья, окей, нужно понимать, что важное очень условие для формирования эго– это связь с матерью. Что значит связь? Ну, это разносторонний с ней контакт. Об этом очень сильно пишет Винникот, британский психоаналитик. Он очень много посвятил своей практике для работы с детьми, для понимания, как формируется что влияет на младенца, как Мгм. формируется младенец. Кому интересно, ребята, читайте Винникота. Правда, сразу предупреждаем, человек психоаналитик, поэтому непросто, да? Да, тут уж кто что поймет. Да, кстати, Винникот настолько такое скользящее повествование, что каждый может увидеть свое, в этом тоже есть опасность. Сейчас я зачитаю вам, чтобы не уходить далеко в рассуждение, то есть очень конкретно я сформировала 3 ранних этапа развития эго, и я скажу, что на каждом этапе происходит с эго, и что может случиться, если что-то пошло не по плану. Итак, ребята, первый этап развития проходит в возрасте от 0 до 18 месяцев. Эго активно стремится выделиться из самости, стать полноценным элементом психики. При неблагоприятных условиях эго останавливается в своем росте и возникает риск обратной динамики и полного исчезновения. Как тебе эта идея, что полное исчезновение? Пугающе. Пугающее. Это полное исчезновение мы называем коллапсом эго. Главное условие для прохождения этой стадии– чувство безопасности и возможность удовлетворить свои физические потребности. Мгм. Что мы подразумеваем, Ален, под физическими потребностями, как бы ты сказала, на первой стадии? Ну, там биологические потребности, пища, сон. Пища, сон, тепло, да, вот самые простые такие биологические, физические потребности, да, пока что вот это самое важное, да, об этом, это, да, то есть задача матери быть очень внимательной к этим биологическим потребностям, да, и ребеночек, конечно же, должен чувствовать, что они могут быть удовлетворены тогда, когда он в этом нуждается, а не когда, как говорится, у мамы по расписанию. Да, что Она- она откликаться может Да, что на она его может, потребности именно да, вот тогда, когда это ему в нужно. соответствии с его внутренним биологическим циклом, да. На этом этапе только физиологические потребности. Ты знаешь, конечно же, это мы так грубо делим. Мгм. Эмоциональный там тоже присутствует, контакт, вот этот вот отклик, вот этот. Мгм. Но мы пока что делаем акцент, что ребенок не очень их хорошо осознает от 0 до 18, и очень важно дать ему это ощущение безопасности. Вот, Кстати, да. ощущение безопасности мы ему даем, конечно же, через правильное к нему внутреннее отношение, рапорт с этим маленьким созданием и понимание, согласованностью своей, Мгм. да. Ну, то есть, получается, здесь больше важна эмоциональная вовлеченность матери. Вовлеченность Именно- матери очень важна, да, крайне важна. Крайне важна. Если ее нет, вот мы сейчас будем говорить, что Мгм. произойдет. Мгм. Второй этап развития проходит в возрасте уже от 18 месяцев до 2,5 лет. Задача эго на этой стадии– продолжить развитие и усложняться в своей структуре. В этом возрасте ребенку для полноценного развития необходимо чувство безопасности, как было, возможность удовлетворения своих физических, Мгм. биологических потребностей, а также у нас здесь появляются эмоциональные потребности, которые осознаются теперь более ярко, Мгм. потому что сознание немножко усложнилось, более простроено, да, то есть человек больше бодрствует, чем спит, потому что младенец что делает? Он в основном спит, да, он еще в том мире находится. Мгм. И когда он спит, кстати, он очень мощно формируется. Последнее, то есть эмоциональные потребности, возможно при условии отзеркаливания матери, все слышали, уже знают, Мгм. да, эмпатии и эмоциональной согласованности. Мгм. При помощи этого ребенок формирует базовое самоуважение. Вот на этом раннем возрасте закладывается вот это чувство самоуважения.
Если участие матери отвергающее или, вот, друзья, это редко об этом говорится, рассогласованное, не впопад. Отзеркаливание идет не тогда, когда ребенок на него сделал запрос. То есть Рассогласованное. ребенку нужно одно, а мама А мама не считывает, не это, и считывает и вообще дает по-другому, другое, да. реагирует. Но при этом она не отвергающая, Мгм. при этом она как будто бы даже и Мгм. чувствует к нему привязанность, но она не согласуется с ритмом ребенка, психическим, Ну, то есть эмоциональным. он условно транслирует: «Я хочу пить», а она ему есть. Ну, Да, вот да, так. это если про биологическое, про Да. эмоциональное, да, то есть она его тискает, гладит, обнимает, а он в этот момент сонный, он этого не хочет, он хочет побыть, ну, как бы, чтобы его не трогали, не Спокойствие. да-да-да, вот эта вот рассогласованность, она тоже поддавливает ребенка достаточно сильно. И он, например, в тот момент, то она может быть то безумно включена в его потребности, да, и как так прям направлена, то в тот момент, когда он просит этого, она ему этого не дает, потому что она переключилась на что-то другое, да, вот нету этой тонкой настройки, нету этого Да. тонкого чувствования, и это очень пагубно влияет на ребенка. Да, сейчас там кто-то, а как это настроить? Ребятки, все, что со словом «как», это в психотерапию. Мгм. Итак, рассогласованное. И смотрите, вот если этого нет, отзеркаливания эмпатии, эмоциональной согласованности, и именно на этой стадии происходит какая-то фиксация, то мы можем получить различного рода нарциссические защиты личности. Означает ли это равно нарциссический характер? Нет, не означает, но нарциссические защиты личности могут быть и могут очень ярко о себе потом заявлять. Третий этап развития от 2,5 лет до 4. Кстати, скажем так, что если на первом этапе произошла травматизация, и вот именно на первом этапе не было того, что нужно ребенку, то тогда мы получаем либо шизоидный характер, либо есть риск с психопатическим Есть. столкнуться, да, но это сложнее, это мы будем говорить в Мгм. других выпусках. Третий этап развития от 2,5 лет до 4. И в классическом психоанализе этот период называется эдипальный период. Я что-то не люблю это название, друзья, потому что все, что касается эдипального периода и Фрейда с его сексуальными вот этими Мгм. концепциями, у меня не откликается, но если что, не сильно не кидайте в меня тапочками, но вот мне не откликается, да, поэтому мне нравится больше называть, да, там на современном языке психоаналитиков, что это преневротический период, да, предшествующий перед невротическим периодом, более поздним. Итак, на этом этапе эго вступает в активное взаимодействие с внешним миром. Мгм. Здесь диада мать и дитя уже вообще заканчивается, здесь появляется папа, и здесь появляются другие люди. И на этом этапе закладываются аспекты морали и вины. Да, такие вещи. При неблагоприятном прохождении этого этапа мы имеем личность с патологическим чувством вины, такой переполненность. Вот у меня сейчас в работе есть девочка, которая переполнена чувством вины, но оно настолько огромно, что она его вытесняет. И когда я ей в процессе нашего общения она ищет ответы, почему там с ней вот что-то происходит. И в процессе я обозначила, а не затоплены ли вы чувством вины. Это было очень яркое несогласие, потому что чувство вины вытесняется от слова совсем. Да? То есть когда переизбыток какого-либо чувства, то человек может столкнуться с ощущением, что у меня конкретно этого нет. Вот от слова совсем. Да? То есть смотрите, с патологическим чувством вины и сомнением в собственных поступках. Вот попробуйте вчувствоваться вот в эту фразу. Патологическое чувство вины и бесконечное сомнение в собственных поступках, да, что вот я вечно переживаю, я правильно поступил, неправильно, я сказала так или не так, я в этом плохой Да. человек или хороший, да, это Очень мешает жить, это очень мешает очень, действовать. очень, мне лично вообще просто невыносимо. В результате чего может развиться истерический тип личности. Здравствуйте. Как говорится, мы про это знаем все. Да, пожалуйста. Вопрос. Да. Вот сейчас ты назвала 3 стадии Да. и говоришь о том, что при случае какого-то Нарушение на нарушения какой-то стадии, да. вообще возможно ли нормальное развитие, чтобы не травмироваться на том или ином этапе? Такое Давайте я вообще по возможно? Гантрику скажу, что, конечно же, идеальной матери нет, поэтому Винникот как бы дает нам понять, что для того, чтобы ребенок сформировался, мы можем быть достаточно хорошими матерями для того, чтобы, да, то есть идеальная мать, она, кстати, тоже вредна для развития человека. Скажем так, что вот эти 3 этапа, это 3 ранних этапа развития эго. Гантрип говорит, что мы все в той или иной степени обладаем неразвитым эго, но совсем неразвитое эго остается на этапе инфантилизма
слабости, зависимости, паразитизма такого. А более развитое эго, оно в какой-то части, то есть оно перестает быть инфантильным, оно способно брать на себя ответственность, вести достаточно развитую взрослую жизнь. Но, отвечая на твой вопрос, есть ли какие-то вот абсолютно зрелые эго? Мгм. Ну вот Гантрип говорит, что нет, ну и как бы и мы не встречали, Такое получается, ощущение, да? как будто Мгм. бы в реалиях этого материального мира это невозможно А я вот думаю, до конца. человечество еще, знаешь, оно же развивается. Ага. Еще там 200 лет вообще жизнь человека ничего вообще не значила. Рабство какое-то там было, когда оно Мгм. закончилось, да, не помню. Так вот, я думаю, что в целом человечество вообще живет недолго. И я думаю, что оно только-только закончило шизоидный период, вопросы безопасности Ага, да. и биологических потребностей. И мы тогда переходим, получается, на нарциссический этап, когда мы ищем базовое самоуважение. Ну, кстати, да, и говорят же тоже, вот есть такое мнение, что сейчас общество нарциссическое живет, Да, да, так вот вот оно как совпадает, раз. да. Вот мои вот эти какие-то умозаключения, я чувствую, что они очень сильно совпадают. Поэтому вот этот вопрос морали и вины, он до конца еще в обществе-то не Мгм. простроился. Чувствуешь, Да, да? да, Мгм. так и Такое и есть. есть. Итак, друзья, очень важно сказать, что у каждого младенца есть либидинальная энергия. Что такое либидинальная энергия? Это такая классная штука, это Мгм. просто обалдеть. Вообще, пошло это все от слова либидо. Либидо в узком понимании по Фрейду это сексуальное влечение. Мы сейчас это выкинем в помойку, не будем этим определением пользоваться, потому что либидо это в целом, да, природное влечение, да, такое врожденное влечение, живой интерес к происходящему вовне. То есть у меня, когда я рождаюсь, есть функция встроенная. Мне интересен этот мир. Мне интересно, что в нем происходит. Я испытываю влечение к происходящему в этом мире, к каким-то конкретным объектам или каким-то явлениям, каким-то процессам. Благодаря тому, что у меня есть этот интерес, либидинальная энергия вовне направлена, благодаря этому мое эго начинает развиваться. Оно начинает, во-первых, я познаю мир, я изучаю мир за счет этого интереса. То есть я бы еще так сказала, что либидинальная энергия это можно сравнить со зрением. То есть зрение, оно всегда направлено, сейчас секундочку, оно всегда на что-то направлено, и оно на какие-то объекты, да, в фокус зрения попадают какие-то объекты. У либидинальной энергии тоже так же. Она всегда имеет некую направленность. И когда мы встречаемся с тем, что внешний мир представляет собой какую-то опасность, то происходит отвод либидинальной энергии от этого опасного мира. И в практике я говорю для своим клиентам для простоты понимания, как это отводится либидинальная энергия, а она как будто бы разворачивается. То есть это как, знаете, вот представьте, что либидинальная энергия – это как маяк, он куда-то светит. Да, вот есть поток какого-то света, и он что-то там высвечивает, и человек в связи с тем, на что направляется это внимание, он это и изучает. И получается, что в момент, когда там страшное что-то, что-то опасное, я боюсь с этим иметь дело, то тогда либидинальная энергия, грубо говоря, этот маяк разворачивается вовнутрь. Да? Иногда он прям тотально разворачивается, и тогда мы имеем серьезные нарушения, а иногда частично мы можем иметь дело с частичным разворотом либидинальной энергии. И суть в том, что психика человека не может развиваться без связи с объектами. Эго не может пройти этапы становления, если нету каких-то объектов, на которые эта энергия направляется. Это понятно, что только благодаря тому, что, грубо говоря, я с чем-то взаимодействую, я могу начать развиваться, усложняться, простраиваться. Поэтому психика устроена удивительным образом, что помимо внешних объектов существуют и внутренние объекты. Что ты хотела Да, я спросить? хотела, во-первых, уточнить по поводу либидинальной энергии. Мгм. То есть правильно ли я понимаю, что это как некая базовая психическая функция, Да. которая включается, да, С рождения она есть. она с рождения Знаешь, к уже чему включается? первое влечение испытывает младенец? К чему? К груди женской.
к материнской груди. Он к ней, это его встроенная функция. Если младенец почувствует, что рядом с ним есть материнская грудь, он будет в норме. Если нет таких нарушений, у него будет комплекс оживления, активности, и он сразу начнет искать сосок. Да? Да. Это его к этому для того, чтобы он выжил. Ага. И получается, когда эта энергия включается, да, но она сначала там на грудь, мы говорим, Да. и в целом на объект всегда направлена. Да, на И- объект. Да, на это объект. Мелани Кляйн нам, кстати, рассказала, потому что у Фрейда были другие идеи на этот счет. Да, Фрейд вообще про другое там Да. говорит. Либидо у него вот тут вот Оно везде. то рот, то гениталии, да. А Мелани Кляйн сказала, что либидо не направляется на эрогенные зоны ребенка, что либидо направлено на Вовне. внешние объекты. Вовне. Да, и благодаря этому развитие происходит. А у Фрейда развитие по-другому Мгм. происходит. В этом глубинная разница. Получается, если мы возвращаемся к 3 стадиям, то мы же говорим, что там сначала ребенок и мать, да, Да. то есть получается либидинальная энергия на маму сначала направлена, а потом к 3 стадии уже на внешний мир. Да. Да, Но это не так грубо. Это Ну, мы, это знаешь, грубо так для очень, простоты да. понимания вопрос. Но на самом деле, кстати, Алена, расскажи нам про объектные отношения. Да, вот сейчас мы поясним как раз, что это такое объектные отношения, как они вообще, с чем их едят. Ну, внешний объект. Сначала все объекты являются внешними, да, с которыми ребенок взаимодействует, потом уже там они становятся внутренними. Да. Внешний объект — это кто-либо или что-либо во внешнем мире, на что направлена вот та самая либидинальная энергия. Это может быть человек, там, часть тела человека, да, вот мы про грудь говорили, или какой-то даже предмет. Вот. Почему грудь становится первичным объектом? Потому что младенец, он все видит пока что через свои вот эти ранние потребности, биологические, да, и вот эту потребность в направленности на объект. Ферберн, Гантрип, они пишут, что она врожденная, Да, то есть кстати. ему нужно направлять эту энергию на объект. И вот когда он контактирует с материнской грудью, да, образ самой матери ему пока ни о чем не говорит. Он ему даже недоступен ещё. Недоступен еще, да. А вот грудь, она его, с одной стороны, кормит, то есть это, да, вот важнейшая потребность в еде. А с другой стороны, это как раз вот эта потребность в объектной связи. Он направляет Да, эту вы только либидинальную представьте, энергию. что потребность в объектной связи, вот эта, которая заложена в человеке, она простраивается уже через контакт с грудью. То есть это уже есть вот первые объектные связи. Да, поэтому грудь считается первичным объектом. Да. Вот. Причем есть еще такие термины, как хорошая грудь и плохая грудь. О, расскажи, вот это Да, я не как-то помню. здесь вот без пояснения сложно понять, да. Там Да, такой кстати, когда ты, неочевидный когда ты читаешь Да. про развитие ребенка, и там Винникот говорит плохая грудь, хорошая грудь, и ты такой думаешь, что? в смысле? Мне кажется, в целом, если вот так взять книгу и начать читать там про грудь, то как бы Да. непонимание Мгм. возникает вообще, чё к чему. Да, я так и долго и не понимала, Мгм. да, Гантрипа, да. Вот, ну, грудь, да, хорошая или плохая, это опять же зависит от того, как она соотносится с потребностями ребенка в пище и в объектной связи. Хорошая грудь — это та, которую он сосет с удовольствием, да, почему? Потому что он знает, что она останется с ним, пока он не насытится, Да. и когда она от него уйдет, да, когда она будет отнята, то он знает, что через какое-то время она к нему вернется. Да, то есть у него нет страха ее окончательно потерять. Тратить связь с ней, да, Да. что она исчезнет. То есть он знает, что она вернется, да, и поэтому она для него хорошая грудь. А плохая грудь это та, которая не откликается на его потребность, когда он голоден, та, которая может быть отнята, прежде чем он насытится. Вот поэтому он не уверен в постоянстве этой объектной связи. Да, естественно, ему от этого плохо, да, вот это какой-то страх, даже ужас, тревога. Ужас, да, очень Вот, часто и их в том числе- затапливает младенцев, ужас. Да, и в том числе... Откуда мы, кстати, это Мгм. знаем? О ранних воспоминаниях пациентов, которые приходили к Винникоту и к Гантрипу, и они рассказывали о том, что они помнят свои ощущения, когда в самый ранний период, потому что они были такие тяжелые. Мгм. Вот, то есть он не может быть уверен, что эта грудь к нему вернется, да, и здесь может, кстати, появляться желание ее поглотить целиком, чтобы она всегда была с ним. Да, чтобы она никогда не исчезла. Удерживать. Есть такой термин, называется инкорпорирование внешнего объекта. Я так боюсь, что ты исчезнешь, что я предпочитаю тебя проглотить и удерживать внутри себя, чтобы ты был. И да, дальше тоже, кстати, об этом поговорим. Сейчас мы перейдем, да, Мгм. окей. Сейчас мы перейдем к определению, что такое шизоидный характер. Не то, что к определению, а мы перейдем к этой теме, к обсуждению, да, посмотрим, что об этом нам
нам говорил Гантрип. Да? Я зачитаю сейчас цитату Гантрипа, в которой он рассказывает, как переживается внутреннее состояние человеком, который сформировал шизоидный именно характер. Да? То есть мы понимаем, что у него была какая-то определенная среда, сейчас скажем какая, и травматизация произошла на вот этом самом раннем первом этапе от 0 до 18 месяцев, и затем это развилось в определенное самочувствие, перманентное состояние человека во взрослом возрасте. Итак, Гантрип. Жалобы на чувство отрезанности, запертости, несоприкасаемости, отчужденности или необычности, когда вещи не находятся в фокусе внимания или кажутся нереальными, когда нет чувства единения с другими людьми. Также жизненная опустошенность с падением интереса, когда все кажется тщетным и бессмысленным. Все эти переживания различным образом описывают шизоидное состояние психики. Что вы чувствуете, когда я читаю Вот я, подобное? кстати, обратила внимание на Мгм. свои чувства, пока ты читала. Мне прям захотелось вот как-то вот так вот сжаться, спрятаться. Вот, ну, вот такое я проживала, пока ты прочитывала это состояние. Такого какого-то ухода в себя, что ли, вот такое Да, вот. сворачивание И вовнутрь, да? схоже, ну, я не проживала депрессию, но мне кажется, это что-то такое схожее с депрессивным каким-то состоянием. То есть потеря смысла, потеря интереса от внешнего мира и уход в себя. Вот такое вот Да, я да. чувствую. Очень часто путают эти Мгм. два состояния и сами клиенты, Мгм. и психологи. Да, Мгм. Да, да. кстати, у меня был немножко похожий опыт, да, вот такого состояния, когда это не депрессия такая классическая, Да. а когда это именно вот это шизоидное состояние, когда ничто не имеет смысла, ты там все, грубо говоря, в гробу видал, причем это не агрессия, а именно Это какое-то важное замечание, что отсутствие это не агрессия, интереса. это отсутствие интереса, да, твое внимание в будущее отсутствует, да, ты там как Мгм. будто бы... Да, будущее кажется совершенно безнадежным, да, и поэтому, с одной стороны, хочется как-то уйти в себя, Мгм. там, свернуться в комочек, все подобрать все лапки и замереть, а с другой Да. стороны возникает дикий страх, что это повлечет за собой уничтожение, смерть. О, как интересно. Мгм. Вот это Мгм. особенность шизоидного состояния. Кстати, вот оно дальше-то Гантрип и пишет. Мгм. Пациенты обычно называют его депрессией, но оно лишено тяжелого, мрачного внутреннего чувства скорби, гнева и вины, которое нетрудно различить в классической депрессии. Депрессия в действительности чаще направлена вовне и связана с невозможностью выразить свой гнев по поводу Мгм. внешних объектов. Очень интересно, да. Да, потому что способность выражать свою агрессию появляется на более позднем периоде развития. У шизоидной личности нет привычки выражать свой гнев. Она Мгм. его сильно подавляет, часто вообще не Не чувствует. И замечает. это хорошая динамика, если вдруг шизоид говорит: Мгм. «Я злюсь». Да. Да, я злюсь. Да, почему Ира ты сделала так? Потому что, ну, я как бы сегодня могу желание загадать, у меня два шизоида по бокам сидят. Да, Как и мне хорошо мы сочетаемся с истерической личностью. в личной терапии знакомо, когда просыпается, гнев и ярость. Да? Мгм. Да ты говори себе, молодец я, значит. Да. У меня динамика позитивная. Итак, продолжаю Гантри почитать. Вышеописанные состояния скорее представляют то есть вот до Мгм. депрессии. Вышеописанные представляют собой шизоидные состояния. Они явно интровертированы. Депрессивное состояние, оно имеет Вовне. отношение к Мгм. внешнему миру, тому, что там произошло со мной. Депрессия связана с объектами. Шизоидная личность отказалась от объектов, хотя все еще нуждается в них. Да. Окей. Сейчас поговорим о различии как раз между шизоидным состоянием и депрессией. И изучая Гантрипа, Гантрип молодец, как Алена говорит, он нелинейно пишет. Что это Мгм. значит? Он одну и ту же мысль закидывает в проброс на много страниц, непоследовательно, то там, немножко меняя слова, но с другой Мгм. стороны лучше усваивается. И я как бы такую квинтэссенцию Мгм. взяла из его предложений и зачитаю вам, чтобы это четко, лаконично было, да? В шизоидном состоянии личность утрачивает связь с внешними объектами. Ее интерес более не направлен на них. В депрессивном состоянии личность не теряет интерес к внешним объектам. Она испытывает гнев из-за невозможности что-либо получить. Например, любовь кого-нибудь. Гнев на желанный объект порождает чувство вины и блокирует выражение гнева.
личность более не может выразить свой гнев. Чем больше гнева внутри, тем сильнее чувство вины, которое подавляет этот гнев. То есть мы начинаем злиться на того, кто нас отвергает, кто нам недоступен, кто там... Подавляет. Да. То есть мы начинаем злиться на этого человека, но порой наша агрессия становится настолько деструктивной, что бессознательно мы начинаем ее ощущать как опасную для этого объекта. И что если мы эту агрессию свободно станем выражать на человека, который нас отвергает, то есть, опять же таки, угроза, что мы уничтожим объект своей любви. И тогда что мы делаем? Тогда у нас включается вина, которая заставляет притушить агрессию или вовсе от нее отказаться. Потому что психика устроена так, что если выбирать между наличием плохого объекта и полным исчезновением объекта, человек всегда выберет плохой объект. А это про то, вот часто сталкиваюсь с тем, что у людей формируется с детства установка, что на маму злиться нельзя. Условно, это вот про то. Это про то. Да, это про то. На маму злиться нельзя. А еще это знаете про что? Почему мы выбираем плохие отношения? Когда мы не можем уйти от деструктивного партнера. Потому что мы бессознательно, нам кажется, что мы тогда потеряем вообще отношения. И поэтому мы выбираем остаться. Ну, вообще, представьте, вы живете на необитаемом острове. Ну, так случилось, все, сослали. Вас сослали, вы живете на необитаемом острове, и что вы выберете? Чтобы на этом острове был плохой человек, ну хотя бы был, или чтобы там не было вообще никого? Ну, как будто бы первый вариант. Да, потому что если представить, человек не может, он не может позволить себе находиться вообще без связи с объектами. А ведь люди, это вот Алена сказала, ведь объекты это не только люди, это в целом все, что находится в этом мире. Без этого психика не сможет. Как будто бы без объекта вообще с ума можно сойти. А так и написано, что это психическая смерть. Гантрип нам об этом говорит. Страшно. Да, страшно. Поэтому шизоид, когда он выбирает отвернуться от опасного мира, у него внутри мир-то очень заполнен объектами. Там очень много чего у него. С кем пообщаться, скажем так. Не скучно. Там не скучно, у него фантазия, поэтому безумно бесконечно развита. Гении, шизоиды. Когда человек не может получить желанный объект, когда объект по какой-либо причине становится ему недоступен, превращается в отвергающий, агрессия становится способом уничтожить отвергающую часть в желанном объекте. Бессознательно это выглядит в виде «я хочу уничтожить в тебе плохую часть, которая меня отвергает. После того, как я ее уничтожу, останется только хорошая часть, которая полюбит меня. Именно поэтому желанные объекты, но недоступные, вызывают чувство ненависти. И нужно заметить, что ненависть – это не противоположное чувство любви. Противоположное чувство любви – это безразличие. Да, то есть ненависть рождается в ответ на мое желание, чтобы ты стал для меня хорошим объектом, чтобы исчезла в тебе та часть, которая я воспринимаю как отвергающую. То есть, чтобы только любили меня. Да, чтобы только любили меня. Чтобы только любили меня. Если мы работаем, если мы глубоко идем в мотивацию человека и спросим, зачем тебе, вот что ты хочешь сделать с тем, кто тебя обидел? Ну, там моя клиентка говорит, хочу ее покусать. И я говорю, а что произойдет после? Для чего, говорю, ты хочешь ее покусать? А она говорит, я ее покусаю, и тогда она начнет меня уважать. И я говорю, хорошо, а чувство уважения, что оно даст тебе? И он говорит, что она ко мне хорошо относится. Ну, короче, мы докрутили до любви. Вот это вот, ну, такое любовь, это такое очень широкое, да, такое вот это вот ощущение, да. А что Гантрип говорил про ненависть? Каков смысл ненависти? Это не абсолютная противоположность любви. Таковой было бы безразличие, отсутствие интереса к данному человеку, нежелание вступать с ним во взаимоотношения. И поэтому отсутствие какой-либо причины для любви или ненависти – это полное отсутствие чувств по отношению к нему. Ненависть – это любовь, ставшая сердитой из-за отвержения. Мы можем действительно ненавидеть людей, если желаем их любви.
Потрясающе. Да? Как Гантрип, Очень. так романтично Очень романтичная, да, вот Да. эта вот об часть. этом. А безразличие это про Крайне то, что ну ты мне не объект вообще, да, то есть, Да, Это как будто уже нет Мгм. потребности в объекте, безразличия. ну, по да, крайней мере, в данном объекте Мгм. потребности нет. да. Мне ничего от тебя уже не нужно. Ты мне не интересен. В твоей любви я не нуждаюсь. Одиночество как важный закон, одиночество как вечный полет, одиночество ворует мой сон, одиночество куда-то ведет.